Все началось с обломков корабля. В 1884 году инуиты, охотившиеся на тюленей на юго-западном побережье Гренландии, обнаружили любопытные предметы, вросшие в морской лед. Обломки корпуса судна, моряцкую одежду, кусок палатки, части бочонка, порванную чековую книжку и судовой документ, подписанный капитаном Джорджем де Лонгом. Это были вещи с американского корабля «Жанетта», которая 5 лет назад, 8 июля 1879 года, отправилась в арктическую экспедицию. В сентябре того же года была затерта во льдах и после 2 лет дрейфа затонула рядом с островом Врангеля. Это вот здесь. А вот тут, спустя еще 3 года, были найдены ее обломки. Это был очень интригующий факт. Доктор Хенрик Мон, норвежский ученый, один из основателей современной метеорологии, выдвинул гипотезу, что обнаружение обломков Жанетты так далеко от места крушения указывает на существование мощного океанического течения, идущего с востока на запад, через весь Северный Ледовитый океан. Именно это течение протащило льды со вмерзшими артефактами Жанетты вдоль всего северного побережья Евразии. И об этой теории с большим интересом узнал куратор зоологического отдела Брегенского музея, 23-летний Фритьоф Нансен, который тогда работал над кандидатской диссертацией по зоологии. Он занимался нейроанатомией. Но к тому моменту Нансен уже начал осознавать, что кабинетного ученого из него не выйдет. 2 годами ранее он совершил 4-месячное плавание на зверобойном судне «Викинг», которое промышляло тюленей в северных морях. И в ходе этой командировки Фритьоф понял, что ему гораздо интереснее бегать с винтовкой вместе с другими охотниками, падать в полыни, бороться с морозом, отстреливаться от белых медведей, чем сидеть в каюте и препарировать тюленей. Не дожидаясь окончательного решения по поводу своей диссертации, Нансен собирает группу из 6 человек, и они в 1888 году на лыжах, таща за собой санки, пересекают Гренландию. Это было его первое большое приключение. До Нансена ни датчане, считавшие Гренландию своей колонией, ни местные инуиты понятия не имели, что находится во внутренних областях этого гигантского острова. Экспедиция Нансена докажет, что Гренландия полностью покрыта льдом. Вернувшись домой, Фритьоф получит свой докторский диплом и вернется к теории дрейфа арктических льдов. У него в голове вызревает интересная мысль. Что если не пытаться бороться со льдами, как делали все полярные исследователи до сих пор, а заставить их работать на себя? Точно так же, как они, пересекая ледяной панцирь Гренландии, подняли импровизированные паруса на своих санях и позволили жестокому северному ветру помогать им в пути. В те годы Арктика была, вероятно, наименее понятым и изученным регионом в мире. Никто, конечно, еще не бывал в Антарктиде, и значительные части Африки, Центральной Азии и Южной Америки не были еще нанесены на карту. Но, по крайней мере, все знали, что Антарктида – это материк, покрытый льдом. И никто не ожидал найти огромных водных бассейнов посреди Азии или Африки. Но насчет того, что происходит в Северном Ледовитом океане, все еще велись горячие дебаты. Так, собственно, несчастная Жанетта туда и попала, пытаясь доказать или опровергнуть одну из главных гипотез, что вокруг Северного полюса имеется большой открытый массив воды безо льда. Теория открытого полярного моря очень старая. Печально заканчивающиеся путешествия в высокие широты почему-то только убеждали людей в том, что если кораблям удастся прорваться через все эти льды, то за ними еще дальше на север обнаружится умеренно теплое море. Аргументов в пользу этой теории было несколько.
Во-первых, считалось, что морской лед образуется только вблизи суши, на сравнительно мелких местах, а над океанскими глубинами льда быть не должно. Или, как сформулировали в комментарии к моему видео о северо-западном проходе, «Соленая вода не замерзает, очкарик». Спасибо, кстати, тем, кто попросил рассказать это Северному Ледовитому океану. Затем многие считали, что раз во время полярного лета в Арктике постоянно светит солнце, оно неминуемо должно растопить весь лед на полюсе. Опять же, встречи с полярными животными давали людям надежду, что дальше на север ситуация станет лучше. Иначе что там делают медведи, моржи и птицы? По крайней мере, к XIX веку практически никто уже не настаивал, что существует Арктида, симметричный Антарктиде материк. Хотя наличие животных на глубоком севере заставляло думать, что там есть большие участки суши, какие-то неизвестные архипелаги, земля Санникова, например. Людям долго в голову не могло прийти, что белые медведи могут всю жизнь прожить на плавучих льдинах и ни разу лапу не поставить на настоящую твердь. Что писец может перебежать из Канады в Сибирь почти что через Северный полюс, по льду. Что некоторые чайки могут выживать, ловя рыбу в трещинах и полыньях, совершенно не беспокоясь о том, чтобы долететь до большой земли. Подытоживая, считалось, что за кольцом арктического льда лежит еще не открытое полярное море, возможно, полное островов, к которому, если постараться, можно было пробиться через один или несколько водных порталов. К примеру, пролив Смита между Гренландией и остров Элсмер был одним из этих легендарных ворот в полярное море. Правда, по большей части он был заперт льдами. Но было проведено несколько экспедиций, и Элиша Кейн и Исаак Хейс утверждали, что видели за льдом издалека открытую воду. Очень, знаете ли, была соблазнительна мысль, что можно проплыть напрямую из Америки в Европу через полюс, не заморачиваясь с уже порядком доставшим всех северо-западным проходом. Большим энтузиастом теории Полярного моря был выдающийся картограф из Германии Август Петерман. Это был совершенно замечательный в своем роде человек, фактически заменивший собой интернет для географов XIX века. Он считал, что Земля гораздо лучше исследована, чем нам кажется. Проблема только в том, что информация о разных уголках Земли находится у людей в разных странах. И он положил свою жизнь и огромную энергию на то, чтобы собирать эту разрозненную информацию и создавать на ее основе карты. И Петерман был автором исключительно популярных карт разных областей земного шара, как береговых линий, так и карт течений и океанских глубин. Это был очень авторитетный человек. Так вот, Петерман считал, что наиболее вероятный проход через пояс льдов должен создаваться теплыми течениями, к примеру, Гольфстримом или Курасио в Тихом океане. Именно это было задачей капитана Жанетты – подняться по течению Курасио, пройти Берингов пролив и поискать там выход между льдов в Полярное море. К сожалению, этот фокус не удался. Как я уже сказала, корабль был затерт во льдах, в течение 2 лет они дрейфовали, и в конце концов Жанетта затонула в 500 километрах от побережья. Команда эвакуировалась на лед, у них были собаки, у них были сани, они начали двигаться по направлению к материку и в конце концов достигли воды. Там они сели в 3 шлюпки, которые приволокли за собой. Одна из этих шлюпок так и не достигнет берега, 2 другие смогут добраться до устья Лены. И одной из команд удастся через несколько дней найти рыбацкий лагерь. Они вернутся искать своих, но, к сожалению, к тому времени капитан Делонг и его товарищи уже погибли. Но они до конца сохранили судовой журнал и капитанский дневник, которые будут найдены. Я вам рассказываю все это, чтобы объяснить, почему мы точно знаем, где затонула Жанетта. И когда ее обломки вынесет за 3000 километров от места ее гибели,
Это вызовет огромный интерес общественности, не только Нансена. Нансен начал задумываться, а почему нам не попытаться использовать движение льда по океану? Когда они охотились на тюленей, они периодически высаживались на крупные льдины, разбивали на них палатки и некоторое время дрейфовали на льдине, как на плоту. Почему бы так не путешествовать вместе с кораблем? Нужно было только создать такой корабль, который бы при этом не ломался. Проблема была в том, что паковые льды, то есть свободно дрейфующие по океану многолетние толстые льдины, двигаются непредсказуемо и опасно. Их постоянно перемещают течения и ветра. Льдины раскалываются, сталкиваются между собой, наваливаются друг на друга. И если корабль окажется между двумя массивами льдов в тот момент, когда они решат сойтись, то ему крышка. Силу, с которой льды наезжают друг на друга, не может выдержать ни одна бортовая обшивка. Ну, то есть некоторое время корабль может сопротивляться, он дрейфует, затертый во льдах, очень стараясь выбраться на чистую воду. И если ему это не удастся, то спустя какое-то время его корпус не выдержит и лопнет. Но что, если он не лопнет? И если действительно существует это великое океанское течение? Может быть, оно проходит очень близко к Северному полюсу. И оно может подвести вмерзший в лед корабль до самой макушки мира. Вообще, исследования Арктики в те годы подогревались не только национальной гордостью, что, безусловно, было. Страны стремились добраться первыми до Северного полюса, так же, как впоследствии они будут стараться первыми высадиться на Луне. Но в этом была также и практическая цель. Исследование Арктики, составление точных карт островов и береговой линии было важно, чтобы безопасно навигировать в тех водах. Если бы мы точно знали, где находятся острова, мы могли бы планировать зимовки, планировать склады продовольствия, иметь варианты отступления в случае аварий судов. Если бы мы знали, как ведут себя течения, корабли могли бы более уверенно двигаться среди льдов. То есть это была не только тщеславная затея. В феврале 1890 года Нансен выступил на собрании Норвежского географического общества, где предложил план экспедиции, которая будет следовать вместе с предполагаемым течением, которое принесло в Гренландию обломки Жанетты. Судно нарочно вмерзнет в лед, примерно там, где вмерзла Жанетта, а затем будет дрейфовать со льдом к полюсу, а потом течение доставит его к берегам Гренландии. Проект Нансена был встречен, мягко говоря, неоднозначно. Не специалисты отнеслись к нему с огромным энтузиазмом, в то время как специалисты, неважно какой страны, неважно в какой области полярных исследований, дружно посчитали это планом очень заковыристого самоубийства. Те, кто лично побывал в арктических льдах, были абсолютно уверены, что невозможно создать такой корабль, который бы выдержал напор пакового льда. Они видели хорошие крепкие суда, которые были раздавлены, как яичные скорлупки. Жанетта, между прочим, была специально укреплена против льда. И что толку? Но у Нансена была идея. Для проектирования и постройки своего корабля Нансен выбрал выдающегося кораблестроителя Колина Арчера. Несмотря на свое имя, Арчер был норвежцем, он был сыном шотландских эмигрантов. Арчер к тому времени уже был хорошо известен. Он строил прочные маневренные маленькие суда, работавшие спасателями и лоцманами в тяжелых приполярных условиях. Придуманный Нансеном и Арчером кораблик был очень странным на вид. Он был толстеньким, с небольшой осадкой и округлым корпусом, чтобы лед не мог упереться в него, зацепиться и начать перпендикулярное давление. Его обшивка была
тщательно сглажено, чтобы при давлении из боков корабль выскальзывал вверх, как кусок мыла выскальзывает из ваших рук. Его и без того очень толстый корпус был обшит южноамериканским гринхартом, самой твердой древесиной, известной на тот момент. Его руль можно было поднять и убрать, а киля у него вообще почти не было. У корабля было 3 мачты, и он должен был по большей части идти под парусами, но на нем также имелся паровой двигатель. Преимущественно, чтобы маневрировать во льдах и подавать назад при необходимости, а также отапливать внутренние помещения. Ходовые качества корабля были смехотворны. Его болтало на волнах так, что тошнило даже бывалых моряков. Но зато это было теплое и безопасное убежище во время ледяного дрейфа, который мог продлиться несколько лет. На судне даже имелся электрогенератор, работавший от ветряка и обеспечивающий электрическое освещение. Это не мелочь в условиях полярной ночи. Нансен назвал корабль «Фрам». Вперед! Фрам покинул Крестьянию, нынешний Осло, 24 июня 1893 года. Экспедиция направилась на восток, в район Новосибирских островов, стремясь попасть в паковый лед и застрять в нем. 5 октября Нансен добился своего. Руль Фрама был поднят в безопасное положение, и запертый во льду корабль начал дрейф. Довольно быстро стало ясно, что конструкция Фрама себя оправдывала. Лед не мог ухватить его, корабль выдавливало наверх, после чего он крушил лед под собой своей тяжестью, чему все находящиеся на нем были страшно рады. Но на этом достижения заканчивались. Они не дрейфовали со льдами к Северному полюсу, как надеялся Нансен. Движение корабля было довольно хаотичным, они продвигались на запад и иногда на юг. К 19 ноября, через 6 недель, Фрам оказался южнее широты, на которой он вошел в лед. Нансен начинал серьезно беспокоиться, что вся его идея была неверной, что, возможно, и нет никакого предсказуемого дрейфа льда, и все его усилия пойдут на смарку. В принципе, они жили довольно комфортно, у них было тепло, у них было светло, у них было полно еды и книг. Они выполняли научную программу, делали замеры глубин и температур воды. Нансен также использовал свободное время для тренировки управления собачьей упряжкой и достиг больших успехов. Все больше его соблазняет идея покинуть корабль и бегом на лыжах достичь Северного полюса. Только после наступления нового 1894 года Фрам начал двигаться на север, но очень медленно. Нансен рассчитал, что кораблю может потребоваться 5 лет, чтобы достичь полюса, а может, они опять начнут сползать на юг. Он делится с экипажем своим планом. Когда они достигнут 83 градуса северной широты, он с одним товарищем, с собаками и нартами покинут корабль и отправятся к полюсу. Достигнув полюса, они повернут к земле Франца Иосифа, откуда переправятся на Шпицберген, где уже можно будет найти корабль, который доставит их домой. В компаньоны Нансен пригласил кочегара экспедиции Хельмера Йоханссона, самого опытного погонщика собак среди членов экипажа. Подготовка заняла почти полгода. Они построили несколько нарт по инуитской модели и 2 складных каяка для переправ через открытую воду. Оставшийся экипаж корабля и лыжники обменялись письмами на родину, потому что, откровенно говоря, никто не мог гарантировать, что та или другая группа в принципе вернутся домой. И 14 марта 1995 года, когда корабль находился на 84 градусах и 4 минутах северной широты, Нансен и Йоханссен начали свой марш-бросок. Прошу прощения, они уходили трижды и 2 раза возвращались. После этих неудач Нансен минимизировал запасы провизии, пересчитал вес и сократил караван до 3 саней. Но, наконец, они выехали. Нансен заложил 50 дней на преодоление 660 километров до полюса.
что означало, им нужно было проходить не меньше 13 километров в день. Довольно быстро выяснилось, что они не смогут держать такую скорость. Первоначально они путешествовали в основном по плоским снежным полям, но вскоре лед перестал быть гладким. Это были сплошные торосы, ямы, уступы, полыни и трещины. Нарты постоянно приходилось толкать перед собой, разгружать, перегружать, распрягать собак, запрягать назад, обходить препятствия. Это был какой-то кошмар. При том, что у Нансена за спиной была Гренландия, которая тоже не была увеселительной прогулкой. Мало того, что они с каждым днем шли медленнее, лед под их ногами постоянно сползал на юг. К 3 апреля Нансен начал сомневаться, что им вообще удастся добраться до полюса. Они слишком задерживались, и у них могло не хватить еды на обратную дорогу. Разбив лагерь 7 апреля, Нансен отправился посмотреть, что там впереди, но увидел лишь настоящий хаос ледяных глыб, простирающийся до самого горизонта. Он зафиксировал широту их последнего лагеря – 86 градусов 13,6 минут. Никто до них не забирался так далеко на север. И они повернули на юго-запад, к земле Франца Иосифа. Идти в том направлении оказалось гораздо удобнее и быстрее. Теперь они шли параллельно линиям разлома льдов и торосам. Но случилась неприятность. В одну ночь они оба проспали, и у обоих остановились часы. Для вас это мелкое неудобство, но если вы помните мой рассказ о проблеме долготы, вы понимаете, что это могло иметь совершенно катастрофические последствия. Без точного времени они не могли рассчитать свою долготу и, следовательно, поддерживать правильный курс. Они, конечно, завели часы, но они больше не были уверены в своем местоположении. Появилась не нулевая вероятность, что они промахнутся мимо островов. С продвижением на юг и с приближением весны все чаще начали появляться широкие протоки воды. Эти большие полыни приходилось преодолевать на сборных каяках, на которые перегружали всю поклажу, сажали собак, привязывали к каякам нарты и перебирались через воду на другую сторону, где снова перекладывали все имущество на сани, запрягали собак, разбирали каяки и дальше шли на лыжах. Температура вокруг стояла около -40, но они постоянно были в мыле и потные насквозь. 23 июля Нансен впервые увидел землю, которую они уже не чаяли найти. Им очень тяжело дадутся последние километры до островов. 6 августа они переделали байдарки в катамараны, привязав к ним сани, и подняли парус. Они достигнут земли, но она совершенно не будет похожа на то, что было нарисовано на картах. Абсолютно. Великий Петерман считал, что земля Франца Иосифа – это 2 острова. 2. Нансен и Йоханссон не знали, что думать. То ли карта так сильно ошибается, то ли они здорово промахнулись, и это вообще другой архипелаг. Между тем кончался август, и они решили зимовать здесь, где была какая-то земля и много дичи. Они вырыли яму глубиной 3 фута, возвели вокруг нее стены из камней и щебня и натянули сверху моржовые шкуры. И эта нора, в которой Йоханссон мог только сесть, а долговязый Нансен только лежать, стала их домом на всю полярную ночь. На 8 месяцев. Представьте себе, полная темнота, на улице уютные -30. И вы с товарищем сутками лежите, завернутые в шкуры, в землянке, и при свете масляной лампы перечитываете навигационные таблицы. Единственное ваше развлечение. У вас полно еды, тюленье, моржовое и медвежье мясо, которое вы едите сырым или полусырым. Периодически на ваши запасы еды нападают песцы и белые медведи. Последние также пытаются расковырять каменную консерву со вкусными тепленькими людьми внутри. Однажды Мишка сумел разломать стену их укрытия и врезал Йоханссону лапой по голове. Слава богу, Нансен быстро среагировал и уложил медведя выстрелом в упор. Поразительным образом ни один из путешественников не заболел и не получил тяжелых травм.
Рождество 1895 года друзья отпраздновали последним кусочком шоколада и хлеба из своих пайков. Также они наконец-то начали называть друг друга на «ты» и по имени, а до того момента они были господин Йоханссон и профессор Нансен. Нансену было 33-34, а Йоханссону 28-29. Когда полярная ночь кончилась, они собрали манатки и пошли на юг, все еще понятия не имея точно, где они находятся, и давая имена попадавшимся по пути островам. Они уже в значительной мере передвигались на байдарках между льдинами. Однажды на стоянке они обнаружили, что их байдарки вместе с льдиной, к которой они были пришвартованы, отплывают от их лагеря. Нансен немедленно разделся догола и бросился вплавь догонять их имущество. Он мало того, что добрался до байдарок, вылез на лед и догреб назад до базы, он еще и по дороге подстрелил 2 каэр на ужин. Вы, кстати, как купались в проруби в это крещение? Поделитесь впечатлениями. И не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. 17 июня, через 460 дней после того, как они в последний раз видели других людей, Нансену показалось, что он слышит лай собаки. Он подумал, что у него начались галлюцинации. Фрейдев пошел проверить и через несколько минут за холмом наткнулся на своего знакомого. Он вышел прямиком к базе англичанина Фредерика Джексона, который просился в команду на Фрам, но его не взяли. Тогда Джексон организовал свою собственную экспедицию на землю Франца Иосифа. И вот уже 2-й год там жил и работал. После минуты замешательства Джексон узнал в этом грязном, обросшем спутанной бородой, воняющем прогорклым жиром, оборванном бродяге знаменитого путешественника. «Вы Нансен, не так ли?» – спросил он. И получил ответ: «Да, я Нансен». Эту постановочную фотографию сделают на следующий день. В августе судноснабжение Джексона доставило Нансена и Йоханссона обратно в Норвегию. Они достигли Вардио 13 августа 1896 года. Они еще не знают, что ровно в тот же день Фрам освободился ото льда недалеко от Шпицбергена. Перед тем, как уйти на лыжах к полюсу, Нансен назначил Отто Свендрупа руководителем экспедиции, отдав приказ продолжать дрейф до Победного. Что они и сделали, одновременно продолжая выполнять научную программу. По мере их продвижения океан вокруг становился глубже. Измерения показывали глубины до 12 тысяч футов. Это 3700 метров. 15 ноября 1895 года Фрам достиг 85 градусов 55 минут северной широты. Ни один корабль не забирался до того момента так далеко на север. Спустя 9 месяцев он вышел изо льда недалеко от точки, предсказанной Нансеном, подтвердив его правоту. Все эти годы Ева Нансен ждала мужа и старалась не падать духом. Если вы думаете, что фейк-ньюс – это новое изобретение, спешу вас разуверить. Слухов о судьбе экспедиции Нансена была прорва, причем самых разных. Сообщалось о том, что Фрам раздавлен льдами, сообщалось, что они достигли полюса. Было даже известие, что якобы в Сибири были найдены бутылки с запечатанными письмами от Нансена, которые он сбросил на Северном полюсе. Ева не видела мужа 3 года и 2 месяца. А на следующий день после их встречи Нансен и Йоханссон наконец-то воссоединились с остальной командой Фрама. После нескольких дней отдыха корабль отправился в триумфальное путешествие на юг с приемами в каждом порту. Когда Фрам наконец прибыл в столицу, их встречали тысячи людей и лично король Оскар. Они не просто доказали одну из научных теорий, по дороге продвинувшись к Северному полюсу дальше всех. Экспедиция Нансена вернулась, не потеряв ни одного человека, не потеряв корабля. Они убедительно доказали успешность совершенно новой стратегии исследований Севера. Использование опыта местных жителей во всем, начиная с одежды и конструкции нарт до использования собак и структуры питания. Все это революционизировало исследование высоких широт. Эти принципы, эти методы будет использовать Руаль Амундсен, который первым пройдет северо-западный маршрут,
и потом доберется до Южного полюса. К Антарктиде он отправится на том же самом Фраме, только машину ему заменят на дизельную. Путешествие на корабле «Фрам» стало последней экспедицией Нансена. Он станет профессором, будет преподавать и ездить с лекциями. Он активно участвовал в отделении Норвегии от Швеции, а позже был удостоен Нобелевской премии мира 1922 года за оказание помощи беженцам после Первой мировой войны. И это была история Фрама и о том, как иногда полезно плыть по течению, а не против него. Всего вам доброго и до новых встреч! Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!